Перед вами знаменитый туристический район Дотонбори, расположенный в городе Осака, Япония. Это место широко известно своей оживленной атмосферой, пересекающим район одноименным каналом, яркой неоновой рекламой и огромным количеством ресторанов и магазинов. В Японии есть старинная поговорка «Киото утопает в роскоши одежд, а Осака разоряется на еде». Канал, который вы видите, имеет богатую историю. Его начали строить еще в 1612 году по инициативе местного купца по имени Нуриясу Дотон. Сегодня вдоль воды обустроена пешеходная зона, а по самому каналу постоянно курсируют небольшие экскурсионные лодки, полные туристов. Взрослый билет примерно $13, школьники, студенты $6,5, дети от 6 до 12 $3. Прогулка на открытой лодке длится около 20 минут, рейсы каждые полчаса. Когда наступают сумерки, Дотонбори преображается. Сотни неоновых огней, светодиодных экранов, вывесок отражаются в воде канала, создавая яркую, футуристическую и очень шумную атмосферу, которая напоминает кадры из фильма в стиле киберпанк. Район буквально усыпан ресторанами, где готовят легендарные местные специалитеты – такаяки, шарики из теста с осьминогами и окономияки – японские пикантные блинчики, капустные оладьи. Район знаменит своей эксцентричной масштабной визуальной культурой. Фасады зданий украшают гигантские, объемные, а порой и подвижные рекламные фигуры. Ресторан со злым лицом мужчины – популярный стритфуд Осаки. Там продаются разнообразные кусочки мяса, морепродуктов, овощей, сыра, которые насаживают на спашки, обмакивают в кляр, обваливают в мелкие панировочных сухарях и жарят на фритюре до хрустящей корочки. Большое здание на углу – это знаменитый ресторан. Здесь готовят одно из главных достояний Осаки – таяки. Это сытные шарики из жидкого теста на основе бульона даси с кусочками осьминога внутри. Их выпекают в чугунных плитах. Перед подачей такаяки поливают японским майонезом и щедро посыпают стружкой сушеного тунца и сушеными водорослями. Пройдя чуть дальше по улице, вы увидите огромную инсталляцию на фасаде, не оставляет сомнений в их главном фирменном блюде. Гёдза – знаменитые японские жареные пельмени. Традиционная японская начинка состоит из сочного свиного фарша, мелко нарубленной капусты, чеснока, имбиря и зеленого лука, завернутых в тончайшее тесто. Подают гёдза горячими, с соусом на основе соевого соуса, рисового уксуса и острого масла чилли. В Японии есть старинная поговорка «Киото утопает в роскоши одежд, а Осака разоряется на еде». К Дотонбори это относится в первую очередь, ведь именно здесь зародилась концепция куидаоре, что буквально означает «ешь, пока не упадешь». Пожалуй, еще одно знаменитое заведение, которое является настоящим гастрономическим институтом Осаки, это Кани Дораку. Оно узнаваемо по огромному 6-метровому крабу. Его установили еще в 1962 году. Главная его фишка в том, что он механический, его клешни и глаза постоянно и плавно двигаются, привлекая толпы туристов. Это культовое место для японской кухни. Ресторан знаменит тем, что здесь предлагают краба во всех возможных кулинарных вариациях. В меню представлены традиционные сеты, куда входят крабовые сашими, краб на гриле, суп наваристый с крабом, суши и визитная карточка заведения кани-суки – крабовая хот-pot, которая готовится прямо на столе в специальном бульоне. Именно это заведение сформировало культуру масштабных 3D-вывесок во всем районе. Мы с вами проходим мост Эбису. Это, пожалуй, самая оживленная точка района. Этот мост служит главным перекрестком для пешеходов, поэтому уличные артисты, музыканты и танцоры обожают это место. Вокруг них всегда собирается плотная толпа туристов и местных жителей. Мост Эбису исторически известен в Японии как место встреч и свиданий. Здесь всегда можно увидеть самую эксцентрично и стильно одетую молодежь Осаки, а также скаутов, которые ищут новые лица для модельных агентств или развлекательной индустрии. Этот мост соединяет торговые кварталы Синсайбаси и Намба. Это перекресток называют сердцем и главной смотровой площадкой Дотонбори. Улица Мидоцудзи – главная, самая известная и престижная транспортная артерия Осаки.
Эта улица выполняет роль витрины города. Вдоль нее выстроены офисы крупнейших корпораций, отели премиум-класса и роскошные флагменные бутики мировых брендов. Вдоль всей улицы высажены сотни деревьев кинко. Осенью их листья окрашиваются в ярко-желтый цвет, превращая Мидосудзе в один из красивейших бульваров страны. Зимой эти деревья украшивают миллионами светодиодов. Этот проект даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная подсвеченная улица мира. Улица имеет широкую проездную часть и выделенные дорожки для велосипедистов, которые активно используются местными жителями. Прямо под проспектом проходит линия метро Мидосудзе, самая загруженная ветка города с самым большим пассажиропотоком. Улицу часто сравнивают с Елисейскими полями в Париже. Вдоль пешеходной зоны установлены 29 скульптур известных японских и мировых мастеров, чтобы превратить обычную прогулку по деловому центру в посещение художественной галереи. Перед вами культовое и очень узнаваемое место Осаки, благодаря 4 гигантским сюрреалистическим колоннам в виде человеческих голов на ногах. У этих статуй есть глубокий смысл, заложенный создателями отеля. Если присмотреться, то можно заметить, что все 4 лица имеют разные черты. Слева направо они символизируют представителей 4 регионов и культур мира – азиатскую, африканскую, арабскую и европейскую. Для путешественников круиз Тонбори Ривер Круизе – это обязательный пункт программы. Он позволяет за 20 минут без толпы рассмотреть поближе все культовые 3D-вывески и помахать людям на мосту Эмбису. Здание с левой стороны с ярким растительным цветочным узором и гирляндами на окнах – это знаменитый отель Хейтс, который относится к категориям Love Hotels – отель любви. Такие отели созданы не только для тайных встреч, жилье в Японии очень маленькое, а стены в квартирах тонкие. Поэтому даже молодые пары или супруги со стажем регулярно приходят сюда, чтобы уединиться в конфиденциальной и красивой обстановке. Пройдя чуть вглубь, вы увидите высокое здание с большим 3D-экраном. Это здание кафе и магазин бренда гитар Gibson, и его фасад представляет собой один из новейших и самых ярких светодиодных 3D-экранов Осаки. Такие изогнутые угловые экраны стали очень популярны в Японии в последние годы. На них часто показывают объемный 3D-контент, вроде выпрыгивающих животных или реалистичных городских пейзажей, из-за чего у прохожих создается иллюзия трехмерного пространства. Ночью этот монолитный кусок света буквально заливает всю площадь перед собой неоновым сиянием, из-за чего мимо него просто невозможно пройти, не сделав кадр.